Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать орхидейку. Я ее вам не раз показывала. Это парфюмерная фабрика. Она уже отцвела, но я хочу ее пересадить. Точнее сказать, даже не пересадить, а хочу сейчас ее извлечь из горшка и посмотреть, что у нее с корнями, что у нее... Ну, видно, что вот с этой стороны корни плохие. Раскукленных корней нет. Растит она листик. Она в очень хорошем упругом состоянии. Но почему я решила это сделать? Вы знаете, что я обычно не разбираю орхидеи до того, как она не начнет раскукливать корни. Но здесь, что называется, по показаниям. Я хочу разобрать этот горшок и хочу вам это обязательно показать. Вот здесь в горшке, вот, и вот, появились грибы. И не просто какая-то грибница, а именно грибочки. Вот они, маленькие грибочки. И это мне очень не нравится. Ну, в природе, конечно, орхидеи, когда там у них появляются семена, они живут в каком-то симбиозе с какими-то грибами. Но не факт, что вот эти грибы, которые появились в горшке, прямо те грибы, которые нужны нашей орхидее. Обратите внимание, листик растим, корни гноим практически. Говорить о том, что это орхидея самоубийца, не приходится. Она очень хорошо и долго, почти 2 месяца цвела. Поэтому вполне возможно, что вот этот симбиоз именно с этими грибами ей абсолютно не подходит. И еще грибы, вот такие именно грибы, когда они начинают прорастать грибочками, не грибница, которая расползается, а прорастать грибочками, они выделяют токсины. И не факт, что эти токсины не убивают нашу орхидею. Поэтому я хочу ее извлечь из горшка, посмотреть, убрать, очистить ее от гнилых корней и посмотреть, что будет дальше. Я точно так же, как и вы, не знаю, какая сейчас понадобится мне обработка для этих корней. Ну, в общем, разбираем, смотрим и принимаем решение. Да, кстати, хочу вам сказать, что был у меня такой опыт, когда у меня в одной из орхидей, вот еще здесь что-то растет непонятное, в одной из орхидей появились такие же грибочки, причем они здесь выросли, просто вырос гриб. И орхидея, она погибла. Я до сих пор помню эту орхидею. Не знаю, остались ли у меня ее фотографии. Это была маленькая мини. Не помню сейчас ни названия, ничего. Но у нее были цветы коричневого цвета. Вот прямо насыщенно коричневые. Я больше такой не встречала. Я до сих пор помню эту орхидею. И мне до сих пор ее безумно жалко. Но на тот момент, прочитав все, что возможно было прочитать в интернете, ответа на свои вопросы я не нашла. Вот их сколько много-то. Так, что ж нам там мешает? А, вот у нас есть корень, который нам мешает. Вернее, это не корень мешает, а он как-то там пророс непонятно. Сейчас я вырежу оттуда кусочек пластика, и корень видит. Так, ну вот, а теперь смотрим. Вот гриб, вот гриб. Вот какой огромный. Много гнилых корней. Ну, давайте смотреть, давайте убирать. Как-то нам интересно было бы вот этот грибочек прямо вытащить. Ну ладно, давайте убирать потихонечку и будем смотреть, что там внутри у нас. Так, здесь у нас и кусочки мха, и кора. Это вообще непонятно, что это такое. И, конечно, водоросли. Ну и торфяной стакан. Это святое. Но торфяной стакан здесь наименьшее зло,
чем эти грибочки. Вполне возможно, что из-за такого влажного субстрата мха много. В воздухе тоже летают споры грибов. Вот они, вот они. Вот маленький грибочек. Ну, если видно, давайте вот на темном покажу. Вот он. Много их, много. И в воздухе летают споры грибов. И вполне возможно, что они в теплице, эти грибы. Так, вот еще. Смотрите, как они растут. А вот это грибница. Не думаю, что это именно те полезные грибы, с которыми должна расти орхидея. Но это мое личное мнение. Можете поспорить с ним, если есть желание. Но я все-таки больше опираюсь на свой опыт. А опыт был не из лучших. И вот я вам покажу, на торфяном стакане есть тоже проявление грибницы. Это не плесень, это именно проявление грибницы. Их там много. Вот еще. Ну, в общем-то, большое количество. Вот они. Еще идет такой, как в лесу, прелой, как в лесу, наверное, пахнет грибницей, такой чем-то прелым и неприятным, короче говоря. Поэтому ждать, что в таком виде орхидея начнет раскукливать корни, не приходится. Так, и все это там прилипло, и все это очень сложно убирается. Давайте не буду, пойду мыть. Корней гнилых много. Сейчас уберу торфяной стакан и пойду помою, а потом просто вам покажу, какие же там корни у нас останутся, и примем решение, что с ними делать. Вот, кстати, я орхидею не поливала, наверное, дня 3. И торфяной стакан, он практически сухой. Он даже не мокрый, не влажный, он сухой, рассыпается. Так что торфяной стакан — это не самое большое зло, которое может присутствовать в горшке орхидеи. Как бы вам показать, вот здесь, сейчас если вытащу, не получается, но попробую. Вот это мелкая прорастающая грибница. Ну, конечно же, торфяной стакан был когда-то влажным. И вот они начинают выпускать свои такие миленькие щупальца.
Вот еще, видите, со всех сторон. И корни, которые были в стаканчике, они, конечно, вот все гнилые. Но есть хорошие корешки. Есть внутри. Ну, в общем, давайте я пойду помою, потому что тут все, что могло, приросло, наросло. Вот, видите, эти грибы какие длинные. И тогда будем смотреть на корни. Я промыла орхидеи, я это делала под краном. Как я это делаю под краном и показывала вам, как я это делаю в тазике, я сейчас вам оставлю подсказочки и в правом верхнем углу, и под видео, как я это делаю, как я это показывала вам там подробно. Ну, картина у нас нерадостная. Гнилых корней очень много. Вот такие гнилые корни я даже тяжи оставлять не буду, потому что тяжи тоже черные и гнилые. Ну, давайте пробовать что-то сделать. Давайте убирать все эти гнилые корни. Посмотрим, что от нее останется. Так, эти тяжи пока не буду обрезать. Этот убираю. Видите, даже на корнях, на кончиках корней, это понятно, что тут. Вот они тоже черные пятна. Ну, есть очень хорошие плотные корни. Так, внутри... А, вот здесь еще есть. Не нужно. Вот эти можно тоже все обрезать, которые были в торфяном стаканчике. Ну, шея чистенькая. Сейчас покажу вам. Шея хорошая. Кстати, у орхидеи было 3 цветоноса. Первый, второй и третий, с которым она к нам пришла. Так, с этой стороны тоже гнилюшки всякие разные убираем. Так, ну уберу я этот тяж, потому что есть корни. Не нужен нам будет этот тяж. Так, ну и давайте решать теперь. Корней осталось много. Корни все в черных точках. Вот черные точки. Конечно, лучше бы такой корешок удалить. Вот, вот. Осталось очень много коры. Невозможно ее оторвать от корешков. Но есть и хорошие корни. Вот эти корни, у них хороший потенциал. Вот если бы, наверное, не было этих грибов, они бы раскуклились. Им оставалось-то совсем немножко. И тут грибы просто все подавили. Но для таких корней, конечно, нужно сделать обработку фунгицидом. Так, еще вот этот листик нужно убрать, флосочный, он не нужен здесь. Разрываем, убираем. Здесь плотные хорошие корни. Вот чуть-чуть оставалось для того, чтобы она их раскуклила и начала расти. Но грибы сделали свое черное дело. Поэтому, наверное, все-таки я буду ее обрабатывать в Максиме. Сажать не буду. Хотела сразу посадить. Нет, не буду. Оставлю ее в водичке. Вполне возможно, что какое-то количество корней она еще сгноит. Но хотя бы защитить сейчас эти корни от проникновения каких-то еще других патогенных бактерий, потому что уж очень много ранок черненьких на этих корнях. Очень много. Поэтому давайте обработку Максимом. У кого нет Максимом, обрабатывайте фитоловином. У кого нет фитоловина, обрабатывайте топазом. У кого нет топаза,
знаю, у многих вообще нет никаких фунгицидов. Обрабатывайте любой таблеткой антибиотика. Можно, конечно, пересчитать количество воды на таблетку антибиотика, но в среднем это получается от 300 до 400 мл воды на одну таблетку антибиотика. Давайте разводить Максим. Я буду разводить вот такой Максим. Я пользуюсь именно таким Максимом. И есть видео целое про Максим, поэтому ссылочку оставлю. Здесь 2 мл разводится на литр воды. Максим Дачник разводится по-другому. Обращаю на это ваше внимание. Я не пользуюсь Максимом Дачник. У него другие задачи. Вода 31,5 градусов. Максим вот в такой пипетке. Красная субстанция. Не буду сейчас вам рассказывать свойства Максима. Перейдите по ссылочке, посмотрите. Там все подробно. Я рассказываю, для чего используется Максим. Это фунгицид. Как его использовать и для чего. Там все подробно. Обязательно из пипеточки. Все. Все вымываем обязательно из пипеточки. В пипеточку обязательно набираем воду. Делаем вот так. Нужно Максим весь обязательно вылить. И если еще что-то осталось, еще раз набираем водичку. И опять все вымываем из пипеточки. Так. Размешали. Берем нашу орхидею. Еще хочу у нее срезать вот эту старую часть основания черную, которая была в торфяном стаканчике. Погружаем хорошо, аккуратно орхидею, корни и даже основание можем туда. Вот так. И оставляем ее на 15-25 минут. Через 20 минут я извлекаю орхидейку из раствора Максима. Даю Максиму немножко стечь. Помещаю ее в пластиковое кашпо. Вот так. И даю просохнуть корням в течение 6-12 часов. Это обязательно, потому что Максим за это время образует защитную пленочку на корнях. Еще вам хочу сказать, что в таком растворе Максима обрабатываем орхидею от 10 до 30 минут. Это зависит от размера ее корней. Если корешочки тоненькие, маленькие, ее достаточно обработать 10 минут. Если как здесь, 15, 20, 25 минут. Если бывают, знаете, такие толстые, прямо в палец толщиной корни, тогда можно подержать и 30 минут. Это все зависит от того, какие корни у орхидеи. И потом эти корни должны обязательно просохнуть. Тогда Максим будет защищать вашу орхидею от всякой патогенной флоры и гадости, которая может к ней прицепиться. Это уж совсем такой народный язык, но, наверное, все-таки это более понятно. И только после этого, вот смотрите, продолжает Максим стекать сюда.
Эту водичку я после просушки корней обязательно вылью. Кстати, просушка тоже зависит от температуры в вашей квартире. Бывает, что и за 3 часа корни совершенно становятся сухие. А бывает, что остаются зелененькими и в течение 12 часов, потому что температура просто в квартире может быть 16 градусов. Поэтому пока не образовалась пленочка, пока корни не стали серебристые, мы воду сюда не наливаем. Вот в таком состоянии орхидею я больше из горшка не извлекаю. Когда здесь соберется Максим, я вот таким образом выливаю этот Максим, уже не трогая орхидею, и доливаю сюда водички. Водички я в такие орхидеи доливаю до выступа. Вот есть внутри выступ, до выступа. Ну, еще могу только что здесь сделать. Вот эти корешочки расправить, поставить так, чтобы основная часть корешков были ниже этого выступа. Вот так. Все, и хочу понаблюдать за этой орхидеей, потому что вот эти белые корни, которые были внутри горшка, они прямо готовы к раскукливанию, они прямо готовы начать расти. Поэтому вполне возможно, что орхидея очень быстро раскуклит корни. Наливаю водичку и оставляю орхидею в водичке. Ну, иногда пробрызгиваю, сейчас по зиме, иногда пробрызгиваю верхние корни и водичку держу все время, чтобы был приблизительно сантиметр. Летом просушиваю, зимой не просушиваю, но вообще смотрю всегда на корни. Если орхидея очень хорошо себя чувствует в каком-то количестве воды, я эту воду и не просушиваю. То есть я не просушиваю корни. А если орхидея начинает, ну, там, подгнивать, начинают кончики корней, вот тогда можно давать просушку. Ну, в разных ситуациях нужно поступать по-разному. Нужно всегда исходить из того, что хочет орхидея. Вот, например, кот, которого я вам тоже показывала, который стоял в воде, он все время стоял в воде. Ему настолько нравилось содержание в воде, что я у него воду никогда не выливала, никогда не давала ему просушки. Поэтому каждой орхидее, все-таки каждой орхидейке нужен подход. Поэтому наблюдаю, смотрю, покажу вам обязательно, что она будет делать дальше, потому что здесь теперь зависит только все от орхидеи. И, конечно, если она раскуклит корни, она обязательно это сделает. Мы ее с вами посадим и будем ждать ее цветения. Так что ждем продолжения. Если интересно узнать продолжение об этой орхидее, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам обязательно придет оповещение о новом видео, вышедшем на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!